Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такую ажурную красоту. Это узор из серии узоров, которые вяжутся сами по себе. Он необыкновенно красивый, кажется достаточно сложный, но на самом деле по своей сути узор составляет 4 ряда. Он вяжется в шахматном порядке, 4 ряда, смещение в полраппорта и 4 тех же самых ряда провязывается. Но он необычайно красиво смотрится в летних вещах. Им можно украсить спинку изделия, если вы вяжете нарядную или повседневную вещь, где перед просто связан лицевой гладью. Также им можно украсить рукава джемпера, связать красивый сарафан или платье. Обалденную шаль можно выполнить с таким узором. То есть узор универсальный в своем применении. Вот так он выглядит, если вы вяжете снизу вверх. Край узора практически ровный. Здесь есть совсем-совсем малюсенькая такая волна. Вот постараюсь вам показать без искажений. Вот так. Она минималистичная. Если же вы хотите ее подчеркнуть, эту волну, нужно с помощью ВТО вот эти части немножечко подтянуть, и тогда волна станет более явная. Я стараюсь все узоры показывать по максимуму, как они именно ложатся, сам узор как именно ложится, а не как я это все вытягиваю и так далее. Итак, вот таким образом он будет выглядеть при вязании снизу вверх. Если ваше изделие предполагает вязание от горловины, он будет выглядеть вот таким вот образом. Также очень интересно, абсолютно по-другому он выглядит вживую. Не знаю, насколько это передает камера, но он будет выглядеть абсолютно иначе, но не менее привлекательно. Изнаночная его сторона выглядит вот таким образом, тактильно приятная и достаточно ровная. Для исполнения такого узора подойдет множество различных видов пряжи. Это и гладкая пряжа, такие как хлопок, бамбук, лен, вискоза, кашемир, все что угодно. Также легкая фантазийная пряжа с полиэстером. Красиво он будет выглядеть в пушистых видах пряжи. Вот с ленточной пряжей здесь нужно быть осторожным, но тоже можно пробовать, потому что ленточная пряжа, она особенная, и в каждом узоре она будет выглядеть совершенно по-другому. То есть тонкую ленточку можно пробовать, но опять-таки в любом случае я бы рекомендовала провязывать образец и смотреть, ваши ожидания оправданы или же нет. К спицам этот узор также не привередлив, поэтому здесь можно смело прислушиваться к рекомендации производителя данной пряжи с учетом вашей личной плотности вязания. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 8 рядов в высоту, что делает его также идеальным для изделий с азиатским ростком. Узор, как я уже сказала, очень легкий в исполнении. Здесь нет никаких элементов вязания, которые сложно запомнить или же выполнить. Нет перехода между раппортами узора в ширину, то есть здесь идет лицевая петля разделительная и следующий раппорт узора. То есть все очень просто, поэтому я буду вместе с вами провязывать только один раппорт узора. Для этого я набрала 15 петель, 12 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Если же вы вяжете по кругу, вы набираете количество петель кратное 12, соответственно петли симметрии и кромочные вам будут не нужны. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево по лицевой стороне петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. У меня петли расположены правильно, поэтому я их просто провязываю одной лицевой петлей. Дальше идет 3 лицевые, 2, 3, накид, 1 лицевая, накид и симметрично. 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. По лицевой стороне при убавлении вправо на меня должна смотреть первая дужка петли. То есть петли должны на спице расположены классически быть. И я их провязываю вот таким образом одной лицевой петлей. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии. Здесь она лицевая и кромочной петлей. Второй ряд. Кромочная петля, и я начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. По изнаночной стороне при убавлении влево петли должны быть расположены классически, то есть первая дужка петли должна смотреть на меня. У меня петли расположены правильно, поэтому я эти 2 петли просто провязываю одной изнаночной петлей вот таким вот образом. Далее 2 изнаночные, накид на себя в изнаночном ряду, 3 изнаночные петли, накид на себя, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. В изнаночном ряду при убавлении вправо петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот образом. За вторую петельку, а потом первую. На камеру не очень это удобно все делать. Вот. И провязываю это все одной изнаночной петлей. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии в изнаночном ряду. Это изнаночная петля и кромочной. Третий ряд. Кромочная, я ее переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Четвертый ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид, 7 изнаночных петель, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Накид, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. В 5 ряду я начинаю повторять все то же самое, что провязывала первые 4 ряда, только со смещением в пол раппорта. Итак, кромочная петля, я ее просто переснимаю. 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2, 3 и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 6 ряд.
Кромочная петля, я ее пересняла просто и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, вы смотрите по своему вязанию, потому что способов вязания много, каждый вяжет по-разному, но при вот таких элементах вязания петли у всех должны быть расположены одинаково. И далее, дальше идет 1 изнаночная петля, 2 изнаночные с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 1 изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной, это петля симметрии, и кромочной. 7 ряд. Кромочная петля. Я ее пересняла и начинаю сразу вязать раппорт узора. 3 лицевые, 2, 3. Накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 8, последний ряд этого узора. Кромочная петля, я ее просто переснимаю на правую спицу и начинаю вязать раппорт узора. 4 изнаночные петли, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. 1 изнаночная петля, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид и 3 изнаночные петли. 2, 3. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И вот как будет выглядеть один раппорт узора. Чтобы вы увидели вот такую красоту, вот сам рисунок, нужно провязать 2 раппорта узора, хотя бы 1,5, и уже начнет вырисовываться картинка, потому что раппорт очень низкий, как вы видите, маленький, и весь рисунок здесь не виден. Я надеюсь, вы все-таки убедились, насколько простой этот узор, и обязательно, провязав маленький образец вместе со мной, свяжете себе какую-нибудь красивую вещь. Всем легких петелек и до встречи на канале!